Таинственный, харизматичный и сдержанный. В начале нулевых он буквально ворвался на музыкальный Олимп. Все обсуждали его магический фальцет. Он покорял континент и дарил поклонникам счастливые мгновения. И по сей день он не перестает удивлять, пробуя себя в новых направлениях музыки, при этом оставаясь притягательным. Эфир телеканала Кубань-24 продолжает программа «Арт-интервью». И сегодня у меня в гостях обаятельный певец с волшебным голосом Витас. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за комплимент. Вы тоже очень красивая, обаятельная, привлекательная. Вот сразу так на комплименты нарвалась. Спасибо. Я тоже, кстати. Обменялись комплиментами, и все, и на этом интервью заканчивается. Все самое приятное получили. Но, тем не менее, хочу поговорить о вашем 20-летии, творческой деятельности. Вот за эти 20 лет чем гордитесь? Семьей горжусь, детьми горжусь, дочкой горжусь, сыном. Вот сейчас, конечно, в большей степени дочкой, потому что она уже петь стала. Да, выходит с вами на сцену уже. Вчера звонят мне мои коллеги из Соединенных Штатов, говорят, твоя дочка 8 миллионов просмотров за один день набрала. Представляете, вообще, я понимаю, она в принципе же никогда не касалась творчества. Она спортсменка, тэквондо, тайским боксом занимается, на соревнованиях участвует. Вот, а тут так произошло, что чисто случайно я поговорю, Аллочка, ну спой песню какую-нибудь в концерте у меня, ну ты же можешь, наверное, ну какая-то же, хоть один ген-то должен быть. Она говорит, ну давай спою. И вот мы придумали быстро с другом, с Александром Самсоном, удивительный композитор, очень много песен мне написал. Написал песню для нее, вот, и она выступила на одном из сольных концертов моих, и... На следующий день кто-то ее на телефон снял. И на следующий день она набрала 8 миллионов просмотров, представляете? Я понял, что в этом что-то есть, и нужно как бы развивать вот этот талант в ней. А потом она приехала в Китай. В Китае, значит, выступила, ее сразу в кино пригласили сниматься, в конкурс какой-то детский. Я говорю, подождите, ребенку 11 лет еще, дайте вырасти. Поэтому какой-то бешеный ажиотаж вокруг Аллочки. Я очень счастлив, конечно. Вот следующий вопрос, наверное, про концерт будет. Я сейчас... Да. Концерт, готовили программу. Да. Я как раз хотел сказать, что я программу готовил с дочкой. Вот, но у нее школа, соревнования, вот вся эта история, поэтому она не смогла приехать в Краснодар. Кстати, хочу, пользуясь случаем, сказать спасибо Краснодару за аншлаг. Спасибо, мои дорогие, за аншлаг. Спасибо. То ли дело еще будет. Я думаю, что следующий концерт обязательно нужно так сделать, чтобы в перерыве между учебой, во время каникул. Да, я вот хотел, чтобы она приехала. Это, конечно, был бы один из самых главных сюрпризов в концерте. Выступление дочки Аллочки. Это вот действительно удивительно. Я, вы знаете, вот секрета не понимаю. Ну, вроде бы она поет, ну, многие же дети поют, а вот она как-то так поет, что мурашки по коже бегут. Ну, это не я говорю, это говорят зрители, которые пишут комментарии, обсуждают ее вокальные данные. Вот что-то, какие-то вот, видимо, фибры души она цепляет. И вот когда ее слушаешь, вот действительно слезы на глазах наворачиваются. Какая-то есть, видимо, эзотерическая связь в этом. Вы верите в случай? Конечно. В случае? Да. Ну да, конечно, безусловно. Вообще в знаки нужно верить. Нас постоянно окружают какие-то знаки, но не каждый человек, к огромному сожалению, на эти знаки обращает внимание. В какой момент вы поняли, что есть определенные подсказки в жизни, которым стоит следовать? Но бывают, вы знаете, такие явные подсказки, что их не заметить сложно очень. Ну, например? Я когда вот к маме на кладбище прихожу, обязательно какие-то вещи происходят странные. Вот действительно, просто я понимаю, что когда я прихожу на могилу, я понимаю, что она рядом, что она, видимо, присутствует в этот момент и находится, как-то взаимодействует с теми, кто приходит к ней на могилу. Я прям это вижу по всем, по дуновению ветра, по облакам, которые вокруг неожиданно появляются. То есть чистое небо, да, над головой, и вдруг раз, неожиданно туча над нами появляется, и прямо над нами, прямо над могилой дождь идет, представляете?
маленькая тучка над нами зависает в чистом голубом небе, и идет дождь. Ну как это не расценивать, что это знак, что это тот знак, важный знак о том, что мама рядом. Вообще мама была моим первым учителем, первым режиссером. Она всегда меня исключительно хвалила, всегда говорила только хорошие слова. И вот эта вот поддержка с самого раннего детства играет большую роль для каждого ребенка. Она мне всегда говорила: ребеночек мой, сыночек мой, малечек мой, ты делаешь это безукоризненно, ты поешь очень хорошо. И вот на протяжении всей жизни вот ее вот эти вот слова, ее крыло, вот это, которое, полет, который она мне давала изначально в моем детстве, по сей день рядом со мной и мне помогает в творчестве. Спасибо огромное, я желаю действительно. Все уже, да? Ну, вас же надо отпускать. Да, ну и тогда я скажу, что вы очень красивая еще напоследок. Обаятельная и привлекательная. Спасибо огромное. Надеюсь, в следующий раз удастся и с вами, и с Аллочкой поговорить. Приедем специально и дадим 3-часовое интервью. Все, смотрите, 2 камеры. Это зафиксировали. Спасибо огромное. Спасибо за аншлаг еще раз. Спасибо вам, спасибо. Спасибо, Краснодар. И до новых встреч. До новых встреч.